В современных реалиях здоровый образ жизни – это не только полезно, но и модно. Но так или иначе, подростки все чаще зависают в гаджетах и меньше времени проводят на активных занятиях. Так какой же вид спорта выбирает сейчас современная молодежь? Давайте сейчас узнаем об этом. В последнее время часто можно услышать слово «киберспорт». Однако не все знают, что же это такое. Если говорить вкратце, киберспорт – это соревнования по компьютерным играм. Давайте разберем киберспорт более подробно. В настоящее время кибертурниры стали официальным видом спорта. Профессиональные игроки играют не на интерес, они получают средства от спонсоров и рекламодателей. Организаторы соревнований предусмотрели денежный приз для победителя. Это может быть как один отдельно выбранный игрок, либо как целая команда. Это крутой вид спорта, но пассивный, поэтому я предпочитаю страйкбол. Да, страйкбол не просто игра или способ весело провести время, он также является неким экстремальным видом спорта. Если попытаться ответить на вопрос, что же такое страйкбол кратко, можно сказать, что это командная военно-спортивная некоммерческая игра. Страйкбол – игра на честность. Поскольку в нем не используются никакие явно обозначающие попадание элементы, такие как краска в пейнтболе или датчики в лазертаге, то вся игра ведется на честность играющих. Любой игрок считается побежденным и выбывает из игры на определенное сценарием время, если в него или любую часть его экипировки попадает шарик. Страйкбол – игра друзей. На мой взгляд, это самый важный аспект в страйкболе. Ведь если в игре присутствует взаимоуважение и нормальное человеческое отношение соперников друг к другу, то игра станет намного интереснее. Каждый из нас мечтает стать сильным, смелым, ловким. Как приятно ощущать силу своих мышц и радостно чувствовать, как легкие и свободны наши движения. Что же нужно сделать для этого? Прежде всего, я начинаю свой день с утренней зарядки. Казалось бы, как хорошо поспать еще полчасика, ведь же впереди целый школьный день. Стоит ли задавать себе лишнюю работу? Съебаться, разгибаться, разводить руки, приседать? Стоит, ведь же утреннюю гимнастику недаром называют зарядкой. Ведь эти 10 минут облегчают переход от сна к бодрствованию и заряжают человека на целый день. Мой самый любимый вид спорта – акробатика. Очень красивый вид физической активности. Легкость движения акробатов завораживает и приводит в восторг. А ведь за этой красотой и кажущейся легкостью стоят годы тренировок и тяжелый труд спортсменов. Между тем, некоторые элементы акробатики можно освоить в любом возрасте и с разным уровнем физической подготовки. Как говорится, было бы желание. А мне нравится гимнастика. Отличный вариант как для девочек, так и для мальчиков. Этот вид спорта формирует подтянутую фигуру, вырабатывает артистичность и граничит с творчеством. А если вы любите зимние забавы, то запишитесь на фигурное катание или на лыжный спорт. Девочки-фигуристки более грациозны, уверены в себе. А после нескольких лет гимнастики и коньков проще будет заниматься танцами и выступать на публике. А я считаю, что нужно в первую очередь ориентироваться на желания и склонности ребенка. Например, гиперактивному ребенку нужно учиться концентрации, а не только сбрасывать лишнюю энергию. Подвижным девочкам стоит заниматься спортивными танцами, а мальчикам футболом. Это научит ребенка самодисциплине и работать в команде. И предотвращает появление проблем со спиной. Я думаю, самый лучший спорт – это танцы. Это точно пригодится в жизни, потому что любой праздник непременно сопровождается музыкой и танцами. Танцы дают уверенность в себе, а уверенный человек нравится другим. Танец вызывает у людей положительные эмоции.
Общеизвестно, что танцы продлевают течение жизни. Танцоры жизнерадостные, стройные и веселые. И они доказывают, что танцы полезны в любом возрасте. В вопросе, что эффективнее, плавание в бассейне или в море? Однозначного ответа быть не может. В бассейне, как правило, есть инструктор, который научит плавать и поможет подобрать водные упражнения по состоянию здоровья. А еще на море или на речке можно не только поплавать, а еще и поиграть в волейбол. Классно, ты напомнила о моем самом любимом спорте дайвинг. Дайвинг – это и активный вид спорта, и море впечатлений при погружении, и знакомство с десятками единомышленников, и ярчайшие впечатления о незабываемом путешествии. Одна из самых поражающих возможностей, которые он предоставляет пловцу, это полная свобода передвижения. Мы привыкли, что передвигаться можно вправо, влево, вперед и назад, а при нырке можно двигаться еще и вверх и вниз. Нечто подобное можно испытать в космосе. А вы слышали об уличном виде спорта? Воркаут. Разбираешь, что это за вид спорта? Воркаут всегда нужно начинать с того, что он может дать человеку. В нем подразумевается выполнение самых разных упражнений, как и без специальных приспособлений, так и с ними. В ход идут брусья, турники, рукоходы, кольца, шведские стенки, которые можно найти в неприметненьких двориках. В основе всех упражнений лежит грамотная работа с собственным весом, когда под рукой нет больше ничего. Это придает атлетическую фигуру и придает ей физические показатели. Все, что нужно для занятий воркаутом, это удобные кеды или кроссовки и спортивная форма. А я люблю погонять на велосипеде. Велоспорт – универсальный вид физической активности, как для мальчиков, так и для девочек. Разумеется, первое время без синяков и ссадин не обойтись, однако поощрением станет подтянутое тело, выносливость и умение держать баланс. При этом этот вид спорта легко совместить с прогулкой с друзьями в свежем воздухе. В искусстве ездить на любом велосипеде важны несколько базовых навыков – торможение, баланс и знание правил дорожного движения. Катание по проезжей части строго запрещено. Благо в нашем городе сейчас есть специально отведенные дороги для активных прогулок. Движение – это жизнь, а активные движения – это здоровая жизнь. Выбирайте для себя активный вид спорта. Будьте здоровы!